Всем привет! Всем привет! Мы недавно тут с Шуриком сидели и вспоминали наши велопоходы, и в частности вспомнили про Республику Беларусь, как мы на майские праздники в 2019 году путешествовали. Да, на самом деле было о чем вспомнить, и мы решили этот видос немножко по-другому вам представить, вы сейчас его увидите. На самом деле поездка была очень интересная, на маршруте было много всего интересного. В общем, в первый день мы приехали в город Минск 1 мая, и оттуда уже выехали в сторону Бреста всякими козьими тропами. И в первый день мы заночевали в музее, парк, не помню точно, как это называется, Сула или Сула, что-то. Я даже до сих пор не знаю, как там на самом деле ударение правильно, Сула или Сула. Всем привет! Сегодня у нас день поездки в город Минск, Белоруссии. Шмотки собраны, стоим на вокзале. 10-й вагон Москва-Брест. Запаковались обычными целлофановыми пакетами из-под мусора. Вещей как на, не знаю, как на Северный полюс собрались. По-моему, лимит превышен, нет? Нас выгонят, нас не впустят в поезд. Вот оно все наше барахло, это ехало по сути на одной полке. Хорошо соседи разрешили второй велосипед закинуть. Все, Андрю, начинаем велопробег? Да. Все, давай расчехляться. Погнали. 10 минут и все готово. Андрюх что-то репетирует седло. Собрались, точнее, гораздо быстрее, чем упаковывались. 1 мая, в общем, будет сегодня жара на этой площади. Купили сим-карты с Шуриком. Отдали за каждую по 12 рублей белорусских. Минск, проспект Дзержинского. Новостроечки. Все вроде бы строится, все чистенько, улицы все чистые. Нет, ну на самом деле в Минске очень красиво, все чисто, убрано. Порядок везде, красота. Тротуары широкие, езди не хочу. Видимо, поэтому у них здесь, в Беларуси, запрещено ездить на велосипедах по проезжей части. Классно, супер. Выехали из города Минск, пересекли МКАД, как говорится, Шурик, по беспределу. Перешли по пешеходной дорожке дорогу и уже МКАД по проезжей части под мостом пересекли. Вот такая у нас сельскохозяйственная Беларусь. Кругом поля. Одни поля. Похоже на какое-то военное укрепление. По-моему, это ДОТ. А еще, если не ехать по трассе, а вот как мы едем перегонными дорогами, трафик, его практически нет. Если одна машина в пятилетку проедет, это уже хорошо. Сейчас едем вот по такой бетонке ужасной, как на паровозе по рельсам. Тыдых-тыдых. Ужас. Едем уже, наверное, километров 7. Ужас. Сейчас видели знак какой-то там, то ли кемпинг, то ли какая-то туристическая база. В общем, решили туда заехать, поинтересоваться, что почем, и, может быть, там заночевать. В общем, парк Сула состоит из господского дома, усыпальницы, парка с искусственным озером, мельницы, оранжереи.
Вот. Также был огород, здание для хранения продуктов, кузница и, по-моему, пивоварня с коптильной и хозяйственной постройки, которые были вокруг. Да, там, кстати, я Ясно. помню, мы зашли в магазинчик такой, типа а-ля кафешка, Да. и попробовали там местную настоечку, как она называлась? Очень хорошая. Не помню, ореховая какая-то, что-то. Нет, Как-то называлась. Ну, в общем, она там везде продается, попробуйте, не пожалеете. В общем, парк такой был, ну, интересный, и стоит туда съездить посмотреть. В принципе, в Беларуси всего много такого вот старого, интересного, от польских еще времен осталось. да, у нас на маршруте проезжали Несвежский замок, Мирский замок. В конце, конечно, мы побывали уже, заехали в Брест, побывали в Брестской крепости. В общем, практически все города, там Ужаны, Пужаны, проезжали уже тоже старые города, и достаточно интересно, где посмотреть музей, походить. Короче, за сегодня проехали мы 65, так где-то примерно. Много времени потеряли в Минске с этими сим-картами, пока выехали. Решили, на сегодня хватит на первый день, особо не напрягаться. Итак, сегодня 1 мая 2019 года. Первый день окончен нашего велопутешествия по Белоруссии. Выехали мы из Минска, и сейчас мы недалеко от города или деревни Руженицы. Находимся недалеко от исторического музея, по-моему, Сула или Сула, как-то так. Походили немножко по территории. Вот. В общем, в целом, как день прошел. Приехали мы на вокзал в Минск, собрали велосипеды и поехали. Но первые 2 часа мы мучились, искали, где купить нам сим-карты. Вот. И банкомат. То есть на вокзале работал только один банкомат, а сим-карты на вокзале уже с интернетом не продавались. Поэтому поехали в город, в центр. Приехали на площадь и только там смогли купить. Но, правда, как нам сказали, что якобы все работает, интернет везде по Беларуси. Вот мы сейчас сидим возле музея недалеко, где-то, наверное, метрах в 200 или 300. И интернет он тут вообще не пахнет. Что понравилось? В Минске очень понравились дороги. Понравилось очень то, что очень чистый город. Понравились еще тротуары. Велосипедисты и пешеходы там разъезжаются на ура. Видимо, именно поэтому запрещают ГАИ ездить велосипедистам по проезжей части. Понравились дороги, которые вне Минска, то есть в основном очень хорошее покрытие. Были несколько участков, но они достаточно были мелкие, где либо заплатки делали, либо бетон ужасно едешь, как по железной дороге, там скачешь. Мы решили срезать небольшой участок и проехать по такому песочно-каменистой местности. И там даже не столько каменистой, сколько она была песочной, колеса проваливаются, и ехали, ну, наверное, не больше 7 километров в час. Отвратительно просто. Да, Шурик, в общем, запаковался полностью, поставил палатку. 2 сумки декатлоновские по 20 литров у него куплены. Все взял, все говно взял, все говно, что не надо, что не надо. А уже берешь, а что, сумки 2 есть, надо забить, это уже в башке сидит, надо чем-то забить. А что там, ну хотя, не знаю, посмотрим, как что пойдет. Хотя вот свитер меня уже спас, прохладно вчера было в Москве, завтра не знаю, как погода, сегодня вроде солнышко, хорошо, завтра посмотрим. Я с собой палатку не брал, взял только самонадувайку, коврик и взял спальник до плюс 10, пуховый спальник. Ну, у меня была палатка, точнее она есть еще, Сетлер из сплава, но с ней какой-то геморрой ее ставить, и я решил купить тент, но перед поездкой что-то весь в делах и так и не успел купить тент. Сейчас, может быть, где-то купим, но, скорее всего, это маловероятно. У нас закипает чай. Сейчас будем пить чай. Немножечко тут погалдим на следующие дни поездки, раскидаем. И все, и будем ложиться спать. Короче говоря, время 5 утра.
Мы замерзли в палатках. Я от холода проснулся. Короче, мы сейчас чайку попьем и надо двигать как-то. Сейчас чуть посветлеет. Я вон в спальнике стою укутанный. Сейчас будем делать чай. Давай, сейчас будет это. Что-то будет сейчас. А самое интересное было после первой ночевки, если вообще ее можно так назвать ночевкой. Мы легли спать, ничто не предвещало беды. И тут началось самое интересное. В общем, мы вечером ходили по Торсголу, был плюс, наверное, там 15, даже может быть побольше. А вечером ударили заморские, там то ли -1 был, -2. Я без палатки в одном спальнике лежал возле дороги на обочине. Машины проезжали, офигевались, что там за труп в мешке валяется. Но вы представляете, такая ситуация. Такой пригорок небольшой, ну такой пологий. Ну, то есть идет дорога, да, а рядом такой возвышенность, бугор. И вот я на этом бугру... Ну и там лежит что-то замотанное во что-то, похожее на труп, завернутый в мешок или палас какой-то. И все едут, что-то, кто там лежит. Машины сбавляют ход, начинают смотреть, я голову приподнимаю, они педаль в пол и уезжают. Ну, в общем, мы первый день замерзли и пожалели то, что не взяли с собой каких-то теплых вещей. Более теплых вещей. Потому что мы думали, май был, это было 1 мая, первый день наш. 1 мая, думали, как так, Беларусь вроде южнее, должно быть тепло, а нет. Оказалось, что все достаточно холодно. В итоге в 5 утра мы подорвались, уже, нет, даже в 4, по-моему. 4, а я уже проснулся еще даже до 4, я думал, когда же это утро наступит уже, потому что невозможно было, холодно. А у меня на то время, мы только начинали путешествовать, у меня ни пенки не было, я в палатку и прямо на нее и упал, как лег, так и спал в спальнике. Я в 4 утра подорвался, пошел Шурика будить. Шурик сказал, подумал, что это не я, а медведь. В итоге он, правда, не сильно испугался. Я голос подал, чтобы он не переживал. Ну, в общем, мы были довольно удивлены такой погодой. Второй день был примерно такой же, но потом постепенно начало теплеть. Но мы этот день, наверное, на всю жизнь запомним. Первый день это был самый веселый адский день, особенно ночью. В общем, учтите, если вы соберетесь в Белоруссию, места там красивые, там реально круто, но не надо ехать по трассе, которая идет с Минска в Брест, а нужно ехать именно вот по деревням, по всяким этим проселочным дорогам, по лесам. Но в леса там, на самом деле, по лесам особо не поездишь, насколько я понимаю. Не, ну там есть места, то есть там даже кемпинги оборудованные, но на наших трандулетах по особо по грунтам не покатаешься. Не, я к тому, что там заповедников много, я не уверен, что там даже, по-моему, заходить туда нельзя, потому что, помнишь, таблички висели, вход воспрещен. Ну, это да. То есть маршрут нужно прорабатывать достаточно детально. Да, если вы хотите по грунтам, маршрут надо прорабатывать. А если по дорогам езжаете? Ну что ж, друзья дорогие, вот и закончилась первая серия. Надеюсь, вам понравилось. Наверняка уже кто-то ее видел. Но тут был такой небольшой перезалив, немножко обработанный, что-то добавилось, что-то убавилось. Надеюсь, что вам все равно понравилось. Все, ставьте лайки, обязательно комментируйте, что вам понравилось, что не понравилось. Если вы смотрели предыдущую, оригинальную первую серию, можете сравнить, какая из них лучше. Оставьте свои комментарии. Ну и надеюсь, что вы заметили, что мы стараемся прогрессировать в плане съемок, в плане монтажа. Но если вы заметили, будет круто, если напишите про это тоже в комментариях, стоит ли в этом плане двигаться или нет. Ну да, будет очень приятно. Все, всем пока. Всем пока.